У нас сегодня очень важная, очень нужная тема. И самое главное, если вы начинающий, вам очень крупно повезло. Вы сегодня узнаете мастер-класс и получите мастер-класс по спросу и предложению. Узнаете, как строить поддержку и сопротивление правильно, так, чтобы на этом зарабатывать. Потому что если вы сейчас откроете любой форум, любую книжку, где обучают инвестициям и трейдингу, там будет написано, что поддержка и сопротивление это там, где цена развернулась. Ну, давайте я открою сейчас графики и обратите внимание, здесь огромное количество, можно выстроить этих поддержек и сопротивления, потому что цена постоянно разворачивается. А сегодня я вам расскажу суть, почему вообще работает поддержка и сопротивление. Вы узнаете, как на самом деле строить поддержку и сопротивление. Самое главное, вы будете понимать обратную сторону поддержки и сопротивления, то есть почему поддержку и сопротивление нужно выстраивать именно там, где я вам скажу. И забегая вперед, скажу, что вы сможете находить крупный капитал на графике и следовать за этим крупным капиталом. А мы знаем, что именно крупные деньги как раз таки рынок и двигают. Мы, обычные трейдеры, не можем повлиять сильно на цену. А вот крупный капитал это делает очень даже просто. Итак, первым-наперво, с чем нам необходимо ознакомиться, это с концепцией крупные деньги. В чем беда крупных денег? Крупные деньги не могут сразу зайти в позицию и выйти. Представьте, что вы пришли на базар и вам нужно купить большую позицию яблок, например, там 500 килограмм. Вы явно не сможете сделать это за раз. Вам явно придется либо приходить в определенное место, где этих яблок огромная масса, либо как-то договариваться, вы не сможете это сделать сразу. На рынке происходит то же самое. Если это, например, акции какой-нибудь Газпром, то крупные деньги не смогут сразу зайти в акцию Газпром и также не смогут из этой акции Газпром выйти. Неминуемо они оставят на графике следы. Следы на графике крупных денег будут проявляться в виде либо небольшой пилы, то есть когда поставлена крупная заявка со стороны крупного участника рынка, и рынок пилит возле нее, потому что не может пройти дальше, выше, и после этого последующий разворот, либо резкое падение. Ну, в нашем случае падение, но также пример может быть и зеркальный в случае, например, роста. Потому что в рынок зашло огромное количество капиталов, зашло по одной позиции, зашло очень быстро, в одно время, и, следовательно, рынок обвалился, потому что захлебнулся этим предложением, которое появилось со стороны крупного участника. Итак, теперь вы понимаете, что перво-наперво, что вы должны искать, это резкое движение. Когда рынок, например, рос, а потом резко штопором упал. Вот здесь мы можем искать поддержку и сопротивление. Когда рынок у нас, например, рос, а потом вот так вот стал наклоняться. Здесь тоже можно искать, в нашем случае, сопротивление, но лучше, конечно, чтобы было большое движение. Почему? Потому что если мы имеем большое движение, например, рынок у нас рос, а потом резко упал, здесь одно из двух. Либо со стороны крупного участника резко скинулась позиция, и это говорит о том, что этот крупный участник что-то знает. Например, в рамках его портфеля указано, что акции Газпром у него составляют 20% его портфеля. Стоимость акций, например, стала увеличиваться, и вместо, допустим, 150 рублей, акции Газпром стали стоить у него в портфеле 300 рублей. Следовательно, ему необходимо уменьшить количество этих акций в своем портфеле. Что он будет делать? Он просто резко продаст эту позицию. Вы на графике будете видеть такое серьезное падение. Следовательно, мы предполагаем, что в следующий раз, когда цена акций Газпром снова вырастет до этой отметки, этот крупный участник рынка снова продаст примерно равное количество акций Газпром, потому что ему необходимо удерживать определенную пропорцию его портфеля. Так действуют портфельные управляющие, также возможно здесь появление какого-нибудь инсайда. Например, стало известно о том, что через 20 минут выступит президент и объявит там что-нибудь. Мы знаем, что обычно объявляет президент, поэтому крупный участник рынка резко продает по рынку. Потому что у него банально нет времени ждать, что там и что произойдет. Это понятное дело. Это одна из причин. Это агрессивные заявки. Я пишу, агрессивные заявки склонны повторяться. Теперь есть пассивные заявки, то есть когда крупный участник рынка выставляет свой большой лимитный ордер. Давайте предположим ту же самую акцию Газпром. Рынок у нас растет. И здесь, например, крупному участнику рынка стало что-то известно. Например, известен какой-нибудь инсайт. То в акции Газпром там сделают какую-нибудь новую трубу там, например. Или еще что-нибудь. Или продадут новую трубу, потому что денег на металл не хватило. Допустим. Что будет делать крупный участник? Он выставит вот здесь свой большой лимитный ордер. Рынок вновь подходит к этой крупной заявке и отпрыгивает, потому что крупный участник выкупил весь спрос, который был на рынке. Он выкупил весь рынок. Поэтому цена падает в обратную сторону. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что у него осталась нереализованная позиция.
Например, у него здесь была позиция на 100 миллионов. Рынок подошел, исполнил часть этой позиции, вновь подходит к этой области. И здесь, например, у него осталось 60 миллионов. Поскольку эта позиция до сих пор есть в рынке, она точно так же влияет и точно так же рынок упадет. Итак, я запишу пассивные заявки. Пассивные заявки очень долго находятся в рынке. Пожалуйста, тоже это как-нибудь конспектируйте. То, что я это пишу не для себя, это я пишу для вас в первую очередь. И делайте хотя бы скриншоты того, что я вам говорю. И, пожалуйста, сохраните это видео в закладке, потому что мы обычно смотрим, забываем, что мы смотрим, а в одно ухо влетело, в другое вылетело. Конспектируйте, пожалуйста. Итак, поддержка и сопротивление – это место, где цена в прошлом резко развернулась. Это происходит из-за агрессивной сделки крупных денег плюс наличия большого объема крупных позиций. Теперь от таких философских метафор переходим к более конкретике. Как мы можем искать поддержку и сопротивление? Первое. Нам можно искать место, где цена сделала минимум 3-5 больших свечей в одном направлении. И второе, свеча перед импульсом и является поддержкой и сопротивлением. Вернемся к предыдущему примеру. Вот так это должно выглядеть в идеале. То есть рынок подходит к определенной области и потом большими свечами резко падает. Или большими свечами резко вырастает. Это не должны быть какие-то маленькие вот такие свечечки, когда рынок потихонечку растет. Мы должны увидеть капитал. Мы должны увидеть, что рынок действительно либо резко взлетает, либо резко падает. Мы должны увидеть, что в рынках есть деньги. Только это нам гарантирует в конечном итоге, что здесь есть действительно спрос, здесь есть действительно предложение, и здесь действительно будет происходить поддержка сопротивления, которую мы ищем. В идеале должно быть слом структуры. То есть для нас это означает, когда рынок у нас идет, например, наверх, каждый последующий минимум и максимум у нас увеличивается, а потом происходит пробой с формированием нового минимума. То есть у нас происходит слом структуры. Это в идеале. Потому что это указывает на то, что здесь действительно был серьезный капитал и так далее. Но не всегда, конечно, это будет. Но если у вас есть возможность искать такие точки, они будут в несколько раз лучше, нежели без этого. Этот пример и далее я буду показывать все примеры на истории. Я вам сейчас буду показывать пример на исторических данных. Также в следующих примерах я тоже буду показывать исторические данные. Это видео не является проверкой меня как трейдера, как хорошо я торгую и так далее. Если вас интересуют мои сделки, мой торговый отчет за несколько лет, как конкретно я торгую, пожалуйста, перейдите в подсказки и ознакомьтесь со всем этим. Но для вашего удобства и для моего удобства я буду показывать вам на исторических данных, чтобы вам показывать хорошие примеры, чтобы вы поняли, как это действительно работает. Потому что это видео не моя проверка как трейдера. Это обучающее видео. Я в основном вот эту информацию озвучиваю для людей, которые говорят: ты покажи это на реальном счете. Я трейдер с 15-летним опытом, уже показываю это примерно лет 6 на своем канале на реальных деньгах. Перейдите и ознакомьтесь. Вот у нас пример биткоина с периодом час, но это работает на любом временном интервале. Понятное дело, что чем выше таймфрейм, тем лучше. Показываю вам с периодом час. Мы видим у нас ситуацию, когда рынок резко упал вниз штопором. Видим, что этот штопор, во-первых, повлек за собой смену структуры. Вот у нас здесь был минимум. Теперь у нас минимум стал ниже предыдущего. Во-вторых, он произошел 3 свечами подряд. Раз, два, три. И в-третьих, эти свечи были очень большие. Если бы это падение было вот такими небольшими свечками, мы бы его не учитывали. Важно, что здесь наличие больших, желательно, конечно, полных свечей. Свеча перед импульсом и будет являться поддержкой и сопротивлением. В нашем случае это у нас сопротивление. И мы видим, как цена вновь подошла к этой области и точно так же развернулась. Понятно, что не всегда будут такие красивые примеры, но этот пример очень красивый, поэтому я его и взял, чтобы вы на него ориентировались. Еще раз, ищите место, где цена сделала минимум 3-5 свечей больших в одном направлении. Свеча перед импульсом — это и есть поддержка и сопротивление. Ну и в-третьих, в идеале это слом структуры. Это в идеале. Не всегда такое будет, но тем не менее. Следующий способ найти поддержку и сопротивление — это выделять небольшие консолидации. Но здесь есть небольшая поправка.
они должны быть очень небольшие. Я покажу это сразу на примере. Возьмем все тот же самый биткоин. Рынок у нас рост, и вот у нас здесь есть небольшая консолидация. Возьмем все тот же самый таймфрейм и все тот же самый биткоин. Рынок рос, и вот у нас есть небольшая консолидация. Вот эта область может являться областью поддержки и сопротивления. То есть это небольшая консолидация, небольшой боковик. Вот эта область тоже может являться поддержкой сопротивления. То есть она совсем небольшая. Вот эта область тоже может являться поддержкой сопротивления. Тоже мы здесь видим небольшой боковик. Кстати говоря, реакция цены на этот небольшой боковик тоже была. А вот здесь уже слишком большая консолидация. И ее в качестве поддержки сопротивления мы не можем использовать. Потому что здесь слишком большое расстояние. Почему нас интересует именно небольшой боковик? Все дело на самом деле в капиталах. Если мы предполагаем, что в рынках у нас есть крупный капитал, мы предполагаем, что вот здесь он выставляет свою позицию. По этой причине рынок у нас находится в таком небольшом боковике. Вспомним пример про то, что я говорил, когда в рынках у нас есть какой-то крупный капитал, у него большая позиция, и, следовательно, эта нереализованная позиция может появиться и в будущем. Мы видим, что рынок сюда подходит, и здесь действительно появилась его небольшая позиция, и реакция цены на эту позицию действительно была. Но понятное дело, что в связи с таким бурным ростом, ни одной позиции не хватит, чтобы удержать цену. Крупный капитал тоже теряет деньги, и позиции крупного капитала действительно тоже съедаются, это нужно учитывать. Как торговать поддержку и сопротивление? Первое. Построй поддержку и сопротивление на основании той информации, которую я тебе дал. Второе. Жди движения рынка к поддержке и сопротивлению. В-третьих, ожидай появления крупных денег с помощью модели пружины. Что мы должны увидеть? Мы должны увидеть, когда цена подходит к нашей области поддержки и сопротивления. Здесь появляются небольшие свечи сужаются. И потом импульсное движение вниз. Все это указывает на то, что здесь действительно есть какой-то интерес со стороны крупных денег. Не ударяясь, так сказать, в полемику, почему такое происходит, я оставлю лучше ссылку на механику рынка. Будете понимать этот процесс детально, если захотите в нем разобраться. Увидите ссылку, перейдите, ознакомьтесь с этим. Но смысл в том, что здесь просто появляется большой лимит со стороны крупного участника. Цена не может его поглотить и наоборот отпрыгивает в обратную сторону, что нам, собственно говоря, и нужно. Следующее. Мы ждем рывок. Ждем как раз таки вот это падение вниз. И в идеале заходить, конечно же, по тренду высокого таймфрейма. Грубо говоря, используем мы с вами два временных интервала. И, например, на 5-минутке у нас такая ситуация, а на дневке вот такая. И мы стараемся найти ситуацию, когда мы заходим против тренда на 5-минутке, но по тренду дневки, то есть в нашем случае наверх. Это идеальные сигналы обычно бывают именно вот в этих местах. Здесь есть еще один пункт, он не совсем очевидный, я постоянно про него забываю вам сказать. Вот в идеале, если вы начинающий, стройте поддержку и сопротивление максимально близко к текущей цене. Грубо говоря, вот у вас есть цена, вот максимально к текущему значению поставьте поддержку и сопротивление. В нашем схематичном случае здесь будет сопротивление, здесь будет, соответственно, поддержка. Вот что там было дальше в истории, пожалуйста, не выделяйте, если вы начинающие запутаетесь. Потому что у вас тогда в рынке будет и вот здесь поддержка, сопротивление, здесь будет сопротивление, здесь где-то будет сопротивление. У вас график превратится в захламленную, в общем-то, такую историю. И поэтому выделяйте лучше близко к цене. Потому что нас же интересует появление крупного капитала, а крупный капитал как раз-таки находится максимально близко к текущему значению. Если эта поддержка сопротивления идет там с прошлого года, понятное дело, что там уже никого не осталось. Итак, вот мы столкнулись с таким рынком, где здесь поставить область поддержки и сопротивления. Как мы помним, что нам необходимо место, где рынок резко упал вниз. Вот это место. Мы его выделяем как область сопротивления, максимально близко к текущей цене. Ее мы будем использовать для того, чтобы искать точки входа на продажу. Где мы будем искать точки входа на покупку? Очевидно, что в этих местах, да, что когда рынок у нас увеличился. Но здесь спорно. Спорно, потому что мы хотели бы увидеть вот такое падение, да, либо вот такой серьезный рост. Здесь этого нет. Здесь был рост, но он был очень медленный, очень плавный. Поэтому здесь спорно. Но все равно давайте поставим. Далее, эта область сопротивления, которую мы выделили, она повлекла за собой слом структуры. Рынок у нас раньше имел минимумы и максимумы в одном диапазоне, то есть у нас был боковик. У нас структура сломалась, и боковик сменился на медвежий тренд. Видим, как цена у нас подходит к этой области. Давайте мы немножечко продадим. Происходит здесь появление шпильки, что указывает на наличие здесь
мощной области на продажу. То есть почему у нас происходит шпилька? Давайте я вам кратко напомню. Если рынок у нас растет и происходит у нас шпилька, это означает, что цена в процессе шла наверх, после этого резко свалилась вниз, и поэтому у нас здесь появляется вот такая шпилька. Это указывает на слабость, в нашем случае, покупателей. Все это происходит в области поддержки сопротивления. Конечно же, это сигнал. Значит, по поводу сигналов, здесь, конечно, нужно комплексно подходить к этому вопросу. То есть мне не рассказать в одном видео и про поддержку и сопротивление, и про сигналы, как это торговать, это невозможно попросту. Поэтому про сигналы у меня есть отдельный бесплатный вебинар, он находится на YouTube. Я вам ссылку в комментариях и в подсказках оставлю, перейдите и ознакомьтесь, чтобы торговать это в комплексе, потому что у вас не получится по одному видео узнать какой-то секрет и зарабатывать, это попросту невозможно. Поэтому, пожалуйста, посмотрите по поводу сигналов, чтобы понимать этот процесс, как это действительно работает. И мы видим, что рынок у нас идет в обратную сторону, идет вниз. Теперь мы перешли к тому, что рынок подходит к нашей области, которую мы раньше обозначили, область поддержки. Вы очень часто, наверное, слышали вот эту фразу: поддержка переходит в сопротивление, и вот здесь как раз таки тот случай, когда мы пробиваем поддержку, и теперь эта поддержка стала сопротивлением. Здесь мы ожидаем увидеть то же самое. Мы ожидаем увидеть снижение свечей с последующим импульсным движением вниз. И вот здесь происходит этот пример. То есть вот у нас происходит. И вот здесь мы видим то, что мы вообще в принципе желаем увидеть, да? Мы видим здесь появление небольших свечей. Вот у нас появляются небольшие свечки. Небольшие. С последующим импульсом вниз, что указывает на наличие опять-таки здесь лимитной плотности со стороны крупного участника и его также агрессивные действия. Но опять-таки посмотрите вебинар про механику рынка и про сигналы, вы будете понимать, почему именно так. Это не потому, что вот закономерность такая, или я вот придумал, потому что рынок по-другому работать не может. Вот он работает именно так. Так работают капиталы. Посмотрите, будете понимать, потом скажете спасибо. Ну, главное найти время на это, правда, и чтобы все это посмотреть, успеть и так далее. Ну, потихонечку после работы можно там 20 минут посидеть и посмотреть мои ролики. Я думаю, плохо вам от этого точно не станет. И рынок пошел вниз. Хорошо, теперь как это делаю я? Во-первых, я строю поддержки сопротивления, ну, примерно точно так же. Только я стараюсь найти места, где рынок резко, в общем-то, улетал в другую сторону. То есть я вас учил строить поддержки сопротивления, там, слом структуры и так далее. Я стараюсь находить места, где рынок просто резко ушел в одну сторону и в другую сторону. И выделяю вот эту область как область поддержки и сопротивления. Когда рынок вновь подходит к этой области поддержки и сопротивления, я не делаю ничего. То есть в идеале нас обычный price action учит ждать здесь появления вот таких сигналов, про которые я говорю. Лично я так уже давным-давно не торгую. Я стараюсь найти больше подтверждающих факторов. Обычно рынок пробивает поддержку и сопротивление, откатывает с обратной стороны, делает, соответственно, откат, делает колено. И вот здесь уже на колене я стараюсь найти вот эту вот нашу закономерность, да? Небольшие свечки с последующим импульсом наверх. Ну, либо это может быть просто свечка вниз, например, и свечка наверх. Все это должно происходить на колене. Но самое главное, это, конечно, я жду колена, чтобы здесь было колено. Это очень важно. Потому что если здесь есть крупный капитал, мы стараемся найти, что здесь появился этот крупный капитал, и он поддержал свою позицию, не дал рынку уйти вниз. А мои примеры с коленом, с живыми сделками, пожалуйста, смотрите в плейлисте. Там очень много таких примеров, но в основном я так и торгую. Но вот возвращаясь к нашему примеру, когда это вот первый пример, когда я показывал поддержку и сопротивление, где бы я здесь заходил, я бы заходил вот здесь, тут бы я получил стоп-приказ 100%, я бы заходил вот здесь. То есть здесь вот такие формации мне нужны. Вот такие формации я стараюсь находить. Да, а здесь вот такая большая формация получается. И вот тут я стараюсь искать место. И вот здесь как раз-таки появляются вот эти свечки. То есть небольшие свечки с импульсом вниз. Здесь бы я постарался искать. Ну и еще раз говорю, плейлист посмотрите, как я это делаю. Там очень много таких примеров. И все они живые. То есть тогда, когда я не знаю, чем это все закончится, я стараюсь вот как раз таки находить вот такие вот места с коленом.
Сегодня я вам рассказал одну из основных тем, которые существуют в рынках. Если вас интересует вообще в целом заниматься трейдингом и зарабатывать с помощью этого, то у меня есть великолепная обучающая программа, с помощью которой вы, во-первых, научитесь читать и понимать графики, во-вторых, будете понимать, что сейчас происходит на рынке, в-третьих, научитесь зарабатывать на этих самых рынках. Здесь нет ничего сложного. Это тренируемые навыки, и я тому живое подтверждение, так же как и подтверждение мои живые студенты, которые уже прошли это обучение. Я могу вам сказать абсолютно точно, то, чем вы сейчас занимаетесь, не приведет вас к успеху. Ни у одного еще трейдера самообучение не приводило к успеху. Во всяком случае, за 15-летнюю практику я ни одного трейдера не видел, который бы имел самообучение, самообразование, по книжкам бы как-то бы выучился и так далее. Реально не знаю ни одного. Все так или иначе проходили какие-то курсы, ходили в какие-то онлайн-школы, у брокеров обучались и так далее, потому что самостоятельно научиться невозможно. Это все равно, что пытаться изучить вождение по роликам на YouTube. Это можно делать, когда вы знаете, что необходимо делать, как водить автомобиль, но если это происходит в самом начале, то, естественно, это все закончится трагедией. В рынке происходит то же самое, причем многие теряют суммы значительно больше суммы автомобилей. Конечно, если вы занимаетесь самообразованием, это закономерный результат. А вот наши студенты получают, помимо всего прочего, гарантию от потери депозита. В случае, если по знаниям, которые я вам передам в этом обучении, вы потеряете полностью весь депозит, мы делаем компенсацию. Причем это написано в оферте, и это написано документально. Потому что если вы делаете все правильно, все так, как я вам говорю, потерять деньги в принципе на рынке невозможно. Вы будете зарабатывать, и самое плохое, что у вас может произойти, это вы будете сидеть у нуля. Это самый вот плохой сценарий. Но в основном все люди так или иначе либо уходят в плюс, либо сидят в небольшом плюсе. Ссылку я на все оставлю в описании. Перейдите, ознакомьтесь, начинайте зарабатывать вместе с нами. Мы работаем полностью в белую, выдаем вам чеки, работаем по договорам. То есть с этим да можете по поводу этого даже не переживать. Все у нас кристально, чисто и все в белую. Я желаю вам удачи, зарабатывайте счастливо. Занимайтесь трейдингом, это ваш шанс сейчас выбраться из этой нищеты и из беспросветной тоски, в которую мы, к сожалению, попали. Это наш с вами шанс сейчас не потеряться, не оказаться у разбитого корыта. Если не трейдинг, то у меня нет ответа на вопросы, это правда. Ну ладно, не будем негативить, но все находится в описании ссылка. Удачи вам, зарабатывайте!